Продолжаем нашу работу. Как вы помните, в прошлый раз мы накладывали материалы, и у нас было несколько недостатков. Первый недостаток был такой. Мы накладывали здесь на стенку текстуру, здесь все было красиво, хорошо, но сбоку у нас текстура лежала под наклоном, и поправить мы ее не могли. Точно такая же история была здесь на бастионах. Текстура лежала под наклоном, и поправить ее было нельзя. Кроме того, мы еще оказалось, что крылечко вот там в самом непосредственно основном здании наложили текстуру, которая, она была одинаковая с чем-то еще другим. Пришлось что делать? Я вернулся в SketchUp, открыл проект и поменял текстуру. То есть сюда там наложил одну текстуру, а сюда наложил другую текстуру, чтобы она была другая. И потом вернулся опять в Lumen и здесь поставил текстуру, и здесь скопировал эту и поставил сюда. И она легла теперь нормально. То же самое получилось с крылечком. Ну, я полагаю так, что предварительно с текстурой у нас уже более-менее в порядке. Мы, когда будем делать фотореалистичные изображения, то не исключено, что мы еще текстуру поменяем. Поменяем для того, чтобы само изображение выглядело как красивое. Но это можно будет сделать, когда мы будем делать непосредственно само изображение фотореалистичное. А сегодня мы сделаем еще один важный шаг для того, чтобы приблизить нашу модель к той, что она была реально. То есть мы сейчас сделаем рельеф, ландшафт. Собственно, ландшафт это понятие более широкое. Мы сегодня ограничимся рельефом. Наш сам замок, крепость находится на берегу реки. И река протекает вот здесь, с левой стороны, а вокруг самого замка, видимо, это был искусственно сделан канал, который полностью замок огибает, и замок стоит как бы в воде. Ну и кроме того, поверхность земли такая идеально плоская, ровная, как она здесь изображена, не бывает. Поэтому нужно что? Ее где-то приподнять, где-то приопустить, в общем, провести такую работу. Для этой работы у нас есть кнопочка, которая называется так, ландшафт. Включаем эту кнопочку, и вот здесь есть инструменты. Какие? Поднять, опустить высоту поверхности, задать воду, мы тоже зададим, океан. Можем включить еще также здесь покрасить, но я покажу, что это такое потом. Открыть городскую карту, если мы что-то в городе там делаем. Ландшафтную траву насытить здесь, чтобы она у нас была. И траву эту не просто и насытить, а ее можно что? Размер поменять, высоту, либо сделать такие травяная пустыня, такие пятна, где нет травы, населить. То есть максимально приблизить тому, чтобы у нас все выглядело так, как нужно. Но самое трудное и не то, что может быть трудное, трудоемкое, чтобы добиться результата, это создать поверхность Земли. Вот мы сейчас это и попытаемся сделать. Значит, нам прежде всего нужно проложить реку. Для того, чтобы проложить реку, нам надо что сделать? Опустить участок этой поверхности в том месте, где у нас будет река. А вот мы так и сделаем. Опустить. Нажимаем кнопочку «Опустить». И видите, около курсора появился кружочек. Это кружочек, который будет опускать землю. Вот именно в этом месте, какой объем занимает кружочек, такой будет участок опускаться. Его можно размер кисти увеличить, можно скорость увеличить, то есть с какой скоростью будет земля у нас опускаться. Сильно, наверное, пока нам увлекаться не надо, мы пока попробуем, что будет происходить. И здесь я вокруг пройдусь самой крепости. И видите, что здесь происходит. Если вы внимательно посмотрите, то должны видеть, что здесь у нас уровень земли опускается. Видите, вот он опускается. То есть нам надо проложить русло реки.
И вот смотрите, это надо делать аккуратно, внимательно, долго, для того, чтобы получилось то, что мы хотим получить. Видите, ну, можно, наверное, чуть-чуть увеличить размер нашей кисточки и скорость ее тоже. Поскольку мы большие хотим объемы здесь менять. Вот смотрите, видите, я опускаю здесь вокруг стен, опускаю. И мне надо опустить здесь все до моста. Вот так вот, до моста. Чтобы мост выходил у нас на ровную поверхность. Вот так, чтобы здесь была вода потом в будущем. Вот так. Мы потом, когда поставим воду, то мы все еще 10 раз тут подкорректируем. Сделаем глубже, сделаем цвет у дна другой. Но пока нам надо как бы черновик сделать. Поопускать. Но эта работа, видите, такая творческая и требует внимательности и хорошего представления, что вы хотите получить в результате. Ну, мы так пока такие у нас, видите, ямки получаются. Мы их потом поравняем, эти ямки. Главное, основное здесь добиться, то, что мы хотим получить. Где будет находиться река. Так, ну вот она, с этой стороны она получилась. Здесь она должна идти каким-то вот таким вот образом. Я ее такое основное русло здесь изображу. Вот так, чтобы она шла. А там потом, там она вот так вот произвольно как-то идет. Вот таким вот образом. И здесь будем рисовать, пока она не опустится. Ну, немножко это скучноватая работа, да, но без нее никуда не денешься. Сейчас я нарисую такой набросок реки, и мы поставим воду, чтобы нам было это интереснее и чтобы выглядело лучше. Так, теперь нам надо зайти с другой стороны. И точно так же там нарисовать воду. Ну, наверное, здесь нужно. И вот здесь, вдоль всего замка идет вода. Ничего страшного, если мы туда под него залезем. Да, это, видите, большой, это роли не играет. Да. Так. Можно, конечно, взять побольше кружочек, да, но потом можно себе наделать трудностей. Придется много исправлять, а исправлять вот эти ямы, которые мы наделаем, хуже и труднее, чем их делать, да, чем их делать. Поэтому лучше этого не делать. Лучше потратить немножко времени, да. Ну, вот здесь, когда мы будем делать реку, здесь можно размер сделать больше и скорость больше. Ну, то есть я имею в виду реку, которая идет дальше, да, вот видите. Вот она дальше пошла. Мы ее сделаем чуть побольше и побыстрее. Так, и повернемся с той стороны. Еще. С одной стороны нам надо, вот здесь будет река, опустить уровень, а с другой там приподнять берег, чтобы был выше. Так, вот здесь река должна быть. Как-то так. Видите, она немножко плоховато и видна.
Видите, такие даже отпечатки остаются круглые. Но есть там инструменты еще, которые можно все будет сглаживать и равнять. Так, давайте теперь попробуем приложить воду. Так, мы набросок сделали. И теперь попробуем приложить воду. Как это будет выглядеть. Для воды у нас есть другая кнопочка «Вода». И вот смотрите, можно выбрать тип воды. Тип воды океан, ну, явно не подходит. Тропический, пруд, лед, почва, ну, то есть на поверхности земли, и гора. Ну, наверное, к нам больше всего подойдет пруд. Вот такой тип воды. Да. Теперь его надо изобразить. Вот, я его изобразил. То есть это полоса воды. Значит, вот ее можно растянуть. И вы скажете, зачем я ее растянул так вот далеко, да? А это роли не играет. Мы ее все равно опустим вот сейчас ниже. Видите, сейчас у нас все под водой. И, кстати, посмотрите, как вода красиво выглядит. Идеальная она вообще. Вот туда ее растянем. Дальше, где будет идти у нас потом река. Вот уровень реки, он у нас везде будет на одном и том же уровне. О, смотрите, что происходит. Я опустил эту воду ниже. И теперь на нее надо посмотреть, чтобы она стояла ровненько там, где нам надо. То есть, помните, мы делали, когда модель, то делали так, чтобы, смотрите, давайте посмотрим, уровень воды был вот именно здесь, по этой линии. Поэтому надо хорошо посмотреть и, может быть, его приподнять, да, чуть-чуть. Вот видите, вода доходит, ну, идеально вообще, стало так, как мы хотели. Замечательно. Ну, а теперь давайте уже поработаем дальше с рекой. Ну, вот смотрите, как уже видно, как это будет красиво выглядеть. Теперь мы возьмем высоту поверхности, но мы сделаем кружок поменьше и скорость поменьше. И будем продолжать опускать. Вот видите, у нас тут какой-то есть островок. Он нам не нужен. Опустим здесь, опустим. Вот там и, наверное, видно под водой, как происходит что? Опускается земля. Вот здесь поравняем. И вот так скучно мы будем, так можно целый час вообще-то это делать, да? Делать. Ну, чтобы там не скучно было, да, то вот видите, как вода проступает, да? Я покажу, а потом, может быть, завершу сам тогда, чтобы время нам не терять. Ну, вот смотрите, как оно красиво получается. Теперь, ну, давайте мы вот тут разберемся, да, вот где мост, вот он у нас, а тут мы потом берег приподнимем, да. Берег приподнимем, но здесь сделаем его так, река, видите, чтобы была более такая гладенькая. Там берег, чтобы шел ровный. Ну, идеально ровно не должен, но такими тоже, как у нас, островами тоже не нужно. Вот видите, мы этот остров уберем. Ну и тоже надо понимать, что в любой момент времени мы это можем всегда поправить что-то. Приподнять, заменить там. Я вообще-то предполагал, что нам придется дно реки покрасить, да, другим цветом. Но это можно сделать, Но я вижу, наверное, скорее всего, это не нужно делать, поскольку нам вот это то, что она там дно зеленое, оно нам, ну, никак не влияет. Поэтому лишней работой заниматься тоже нет необходимости. Так, ну что, можно чуть-чуть скорость увеличить и размер тоже.
Вот так мы должны пройтись везде по краешкам. Сделать красиво воду. И здесь, наверное, немножко больше пройтись. Ну, точных границ и точных планов у нас нет. Поэтому это как бы на наше усмотрение мы делаем. Мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Ну, так можно до бесконечности его расширять. Наверное, надо остановиться. Здесь можно сделать чуть-чуть шире. Вот убрать там выступающие, то, что видно. Вот, убрали. Ну, здесь, очевидно, надо сделать шире. Вот так. Ну и дальше кусочек реки, который идет, тоже его немножко расширить. Так, и дальше расширяем и сделаем, чтобы он был, ну, сплошным. Ну, там в конце там будет лес, он нас будет закрывать, поэтому там не важно, что, как оно выглядит. Ну и тем более в любой момент времени можем вернуться и сделать это, изменить что-то. Да. Так, все, пока все. Ну даже здесь остров. Ну сейчас посмотрим, как это будет выглядеть потом в том случае, когда мы будем делать рендер. Вот вода, но она что-то такая, может быть, и даже не очень, да? Ну, можем поменять тип воды. Вот. Вот так будет выглядеть. Меня интересует, как оно дно видно, да, здесь. Ну вот, смотрите, вот так выглядит. И предварительно могу нажать, посмотреть. Ну, так, да, выглядит. Вот я просто сейчас размышляю, думаю, как она красиво выглядит или не очень. Ну, наверное, так она река и должна выглядеть, да? Так, вот видите, как оно сейчас тут выглядит, когда мы снизу все это смотрим, да? Ну, неплохо, да, неплохо. Но это еще не все. Мы опустили, а вот дальше надо нам приподнять землю. Ну, поскольку... Так не бывает, да, чтобы земля была такая плоская. Вот у нас еще есть инструмент поднять, выравнивать, холмы можем нарисовать и сгладить, да. Значит, возьмем мы поднять, да, инструмент, ну, большой, вот здесь, вот посмотрим, как он работает. Ну, точно так же. Видимо, здесь лучше делать большой кисточкой, да, ну, чтобы большие участки поднимать. Вот так мы приподняли. А потом мы это еще будем сглаживать, да. Вот видите, даже вот там, если я залезаю на поверхность воды, то там что, видите, она отступает, да. Отступает. Ну и вот так же
надо пройтись вдоль реки, чтобы берега у нее, вот особенно тут важно нам, сделать так, чтобы мост наш видите, чтобы мост наш попадал на землю. Так, вот уже почти так и есть. Вот хорошо. Потом мы сгладим, чтобы он стоял ровненько на земле. Вот. На земле. Ну и здесь вокруг так пройдем. У нас получается большая территория, да, поэтому это довольно трудоемко выходит. Вот немножко, видите, такие неестественные холмики получаются, но мы их будем еще сглаживать. Так, ну и здесь чуть-чуть пройдемся, подымем берега. И там. То есть вдоль берега пройдемся, чтобы было так более резкий переход к воде. Ну, а вот здесь дальше я вообще сделаю размер кисти большой, для того, чтобы сразу большую территорию приподнять. Вот, видите, она приподнимается, да? И она лучше, когда большая, то потом ее меньше надо сглаживать. И вот здесь мы ее тоже приподнимем, чтобы такие там получили зародыши холмиков. Здесь, здесь и здесь. Вот видите, там есть такая маленькая зеленая граница. Дальше уже за этой границей рисовать нельзя. Да? То есть наша сцена ограничивается вот этой пунктирной зелененькой границей. Так, подымем. Еще подымем. Так, ну сделаем ее так, размер поменьше. Вот тут есть какое-то непонятное место, подрисуем. Ну, вот здесь. И теперь давайте возьмем инструмент выравнивать и сгладить. Ну, сгладить возьмем. И здесь можно размер поставить побольше. С помощью этого инструмента можно сгладить, ну, вот если мы сделали, вот давайте посмотрим, здесь оно будет хорошо видно, да? Когда у нас такая местность уж чересчур холмистая, вот как здесь. Ну, то есть такая какая-то неестественная, да? Вот мы сейчас сгладим, то впадины поднимаются, а холмы опускаются. И становится такой вид более естественный. Так как в жизни бывает. Ну, пройдемся сюда, сюда. И вот тут. Тут нам надо размер сам уменьшить, но подойти поближе. Посмотреть, что у нас тут получилось. Здесь нам нужно сделать красивый заход на мост. Это не так просто, да? Вот смотрите, мы будем сглаживать. И видите, здесь чуть-чуть приподнялось, здесь чуть-чуть опустилось. И теперь дальше посмотрим. Ну вот видите, дорога она стоит, но тут чуть-чуть высоковато. Значит, оп, видите, если взять, то это уже за много. А вот сейчас это теперь сгладим. Вот. Ну, чтобы на мост заезжать, то не приходилось там через гору переезжать. Вот так. Сгладим. И теперь еще поближе подъедем. Сделаем кисточку еще поменьше. И более аккуратно сгладим. Ну вот, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Как оно, да? Вот видите, почти идеально, да? Чуть-чуть еще бы не мешало бы, что сделать, приподнять, но совсем потихоньку, маленькой кисточкой. Вот именно в этом месте.
Так. Может быть, вот тут надо пробовать. И так, да, где получится. У нас еще есть выравнивать. Что она нам дает? Вот видите, высокие места опускает. Эти, вот так вот. Мед. О! Теперь, мне кажется, идеально, да, стоит. Мост заходит точно на поверхность, как бы нам хотелось. Так, ну что, теперь давайте посмотрим, что у нас тут вышло. Так, хорошо. Ну, вид впечатляющий, да? Впечатляющий, мне тоже нравится. Теперь давайте поработаем, если уже мы говорим сегодня про ландшафт, о том, как поменять и покрасить ландшафт. Дело в том, что вот тут, например, от моста должна идти дорога. Ну, дорог тогда асфальтовых и бетонных не было, а были дороги, они представляли собой, ну, такой грунт уплотненный. И вот мы это сейчас попытаемся сделать, да, чтобы оно было похоже. Ну, для этого давайте посмотрим, чем мы можем воспользоваться здесь ландшафтной травой. Травой. И вот смотрите, здесь есть разные варианты, которые мы можем выбрать, да, то есть добавить. Мы можем траву включить, можем выключить, и мы можем покрасить, да. Я возьму покрасить, и вот посмотрите, выберу вот такой вот вид земли. Ну, то есть я хочу, чтобы дорога такая была. И кисточку я, ну, могу большую, а могу взять маленькую, да. Я возьму маленькую и скорость маленькую. И попытаюсь вот здесь эту дорогу нарисовать, да, произвольно. Ну, нам, собственно говоря, нужен кусочек, да, кусочек дороги. Но она уж совсем скорость маленькая. Теперь сделаем чуть побольше, да. И посмотрим. Вот я хочу этой краской нарисовать. Ну, что-то она пока не хочет. Ну, я просто боюсь ее взять побольше, потому что она как покрасится вся. Вот она должна краситься, да. Ну, скорость чуть больше. Так, попробуем другую. Так, не особо хочет. Тогда мы проэкспериментируем. Отъедем подальше. Ну, где-нибудь здесь нарисуем, скорость больше, да, и посмотрим, как оно будет красить. Ну, у нас ландшафтная трава включена, выключена, и мы хотим покрасить. Ну что ж, почему она не хочет у нас красить? Сделаем кисточку побольше, чтобы было видно. Вот, видите, появляется, да? Ну, то есть я уже что-то думал, наверное, работать не хочет. А хочет работать, но только мы хотим сделать быстро, да, быстро ничего не получается. И вот давайте теперь делать не быстро, а аккуратно. И вот теперь мы нашей кисточкой будем рисовать. Ну, она, видели, она рисует, да? Но, и вот мне тоже, давайте скорость чуть-чуть больше сделаем. И попробуем все-таки. Вот, начинает проявляться наша дорога, да? Знаете, рисовать дороги, это, как бы сказать, на любителя, да, у которого есть большое терпение. Мне не очень, да, с терпением. Я увеличил. Ну вот видите, что получается, да, от моста идет дорога такая. Дорога представляет собой уплотненный грунт.
Вот он идет, вот идет. Так, ну и какой-то грунт не очень, да? А вот смотрите, мы другой перекрасим, сейчас попробуем. Ну, тут для экспериментов, да, время. То есть вот я покрасил, видите, мне, например, не понравился, да, как она выглядит. Ну а дорога как-то должна выглядеть, отличаться, должна быть вытоптана, цвет какой-то у нее должен быть другой. Видите, я вот хочу вот этим покрасить. Старая закрасилась, а новая нет. Ну, еще рискнем чуть-чуть. Ну, побольше. Вот, что-то там появляется. Видите, вот, ну что, еще больше сделаем. Вот непонятно, как она красится или нет. Давайте там посмотрим. Сделаем побольше размер. Ну, что мы там должны получить? Ну, видите, особой разницы вот, что-то наблюдается. Ну вот, если я возьму другую, оп, видите, сразу, да? А это вот и убрал. Это берется, пожалуйста, сразу. А это, ну, никакого такого эффекта, видимо, не дает. Вот этот песок, пожалуйста. Вот так. А это не хочет, да? Не хочет давать. Можем мы пойти немножко другим путем. Вот смотрите, можем мы выбрать текстуру основного ландшафта немножко другую. Поскольку у нас она такая сильно яркая, да, то не годится. Да. Нам надо что-то такое, чтобы там было вперемешку, и камушки, там, и трава, и все что угодно. Ну вот, давайте выберем. Пускай вас эти тут не смущают названия, да, там трава Востока, да, это роли не играет для нас. Клевер тут есть, почвы сельхозугодий. И вот тяжело на чем-то остановиться. Ну, давайте вот такую там выберем, да. Так. И посмотрим. Мы дополнительно, да, ее выбрали, чтобы она поменялась. Ну, не очень, да. Но все-таки придется вот этим, да, немножко дольше возиться. Но это более-менее будет у нас реально, да. Я думаю, вы сам смысл поняли, да, как тут с ландшафтом самим работается. Да, видите, тут появляются, да, проплешины, вот скорость уменьшим, то есть размер кисточки уменьшим, а это будем пытаться рисовать, да, пытаться рисовать. Я думаю, что в этом вы смысл сам поняли, да, как это делается, Ну, я здесь подберу что-нибудь получше, поскольку мне такое вот не очень нравится, да, дорога. И вам в следующий раз продемонстрирую, что здесь получается. То есть, я думаю, понятно. Ну, и я ваше время занимать не буду, но напоследок я хочу другое показать. Значит, мне кажется, мы в нашу теперь воду должны поместить
животных, да, и поместим, например, рыб. Вот такие рыбы, какие могут жить там в нашей речке, ну вот такие, наверное, да. Вот давайте мы их и поместим. И посмотрим, как это выглядит, да. Вот это рыба. Вот она, видите, плавает. Теперь я ее выберу, эту рыбу, и опущу чуть-чуть ниже, так, чтобы она была в воде. А то она может получиться так, что она у нас плавает над поверхностью. И вот смотрите, видите, да, она тут будет у нас плавать вот в этом районе, да. Мы можем таких рыб населить много, да. Может быть, когда мы будем делать, вот видите, она там плавает. Когда мы будем делать здесь визуализацию, записывать видео, да, вот другую давайте еще поселим. Раз, вот рыба. То вот ее опустим, чтобы она вот так вот, у поверхности воды. И вот смотрите, видите, они плавают, да, здесь. И потом на видео так это будет видно, да, как они плавают в воде. Ну и здесь же можно еще поселить, там, допустим, еще есть у нас интересные здесь всякие птицы, например. Ну вот, птицы. Ну вот лебедь, да, ну лебедь, вот допустим такая вот дикая утка, да, можем ее поселить у берега, чтобы тут она плавала. Одна там и вторая парочкой. Только надо посмотреть так, чтобы они были на поверхности воды. Для этого мы сейчас их выберем и попробуем опустить ниже. Будет видно, что они, оп, видите, под воду ушла, да? Вот так надо ее оставить. И вот эту, например, вот так, да, вот чуть-чуть. Ну вот так, да? И вот эту не мешало бы нам что повернуть. Повернем. Вот так, пусть друг за другом плавают. А на видео они будут вообще плавать, да, туда-сюда. Да. Тут много есть элементов, которые которыми можно нашу сцену насытить. Но беда в том, что тут таких исторических элементов нет, все это современные. Поэтому нам выбрать будет немножко сложно, но возможно. На этом пока на сегодня все. В следующий раз продолжим работать над ландшафтом и сделаем здесь, поставим те элементы, которые нам необходимы. То есть, например, деревья, кусты, вот тому подобные вещи. На этом пока все.